Так, давайте посмотрим сегодня коробочку от звезды. МиГ-21 БИС, советский истребитель. Артикул у нас 7259. Наборчик достаточно старый, 2006 год, если не ошибаюсь, по лицензии МиГ. Соответственно, машинка звездовская, истребитель советский и, соответственно, модификации был еще одна модификация, тоже у звезды на базе тех же пресс-форм, по-моему, МиГ-20 НФПН, или как-то он назывался, чуть раньше выпущено. И, соответственно, больше вроде никаких модификаций, никаких перепаковок под другими брендами, ничего не выпускалось. Чисто такой вот звездовский продукт. Что по прототипу, да, МиГ-21... Очень заслуженный истребитель, про него прям вот всю его историю, это никакого времени не хватит перечислять. Советский истребитель, огромный у него жизненный срок, с 59 по 85 год, по-моему, он выпускался. Было всеми производителями, как Советским Союзом, так и по лицензии Чехословакия, Китай, Индия. Всего выпущено было под 11,5 тысяч штук, то есть огромное количество. Это был самый массовый истребитель третьего поколения и, по-моему, самый массовый вообще в истории сверхзвуковой самолет. Очень дешевый был из-за этих огромных серий, то есть стоил производство одного самолета чуть не дешевле, чем производство БМП. Значит, и боевая карьера у него огромная, то есть это как эксплуатация Советским Союзом, так и кучу стран он поставлялся, то есть участвовал в арабо-израильских конфликтах, конфликт во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, там в Афганистане, Пакистан, Индия, где только он не применялся, соответственно. Из такого, пожалуй, интересного можно сказать, что вьетнамский его путь очень такой достаточно известен, то есть очень массово применялся как летчиками Северного Вьетнама, так и нашими военными советниками, летчиками, условно инкогнито, воевали с ВВС США, которые бомбили, соответственно, постоянно Северный Вьетнам, то есть там вот это аллея мигов, вот это вот все. Очень такой знаменательный путь. Ну, еще из такого интересного, да, вот на боксарте мы видим Афганистан, скорее всего, ну, практически 100%, что афганский МиГ-29, соответственно, в войне в Афганистане Советский Союз использовал эти самолеты, несмотря на то, что, казалось бы, не истребители, но в целом в основном они использовались как штурмовики-бомбардировщики, несмотря на то, что, конечно, нагрузка вооружения против земли, соответственно, там было не очень много, но тем не менее их, в принципе, любили, они сделали огромное количество вылетов. Ну, также было потеряно, по-моему, около 20 самолетов, как советскими ВВС, так и, собственно, афганскими ВВС, куда эти самолеты передавались, а потом, собственно, многие из этих самолетов, оставшихся у афганских ВВС после, собственно, падения этого режима, после ухода Советского Союза из Афганистана, они оказались в руках различных фракций афганских, которые потом активно вели гражданскую войну. Эти самолеты также использовались в Афганистане уже даже после ухода Советского Союза, то есть там Северный альянс, талибы и другие фракции, они, соответственно, устраивали воздушные бои. В частности, была достаточно известная история с захватом российского транспортного самолета Ил-76, не помню, то ли нулевые уже года, то ли конец 90-х, что такое, когда как раз они принудили к посадке авиации талибов, как раз на МиГ-21 принудила к посадке Ил-76, и, соответственно, летчики были взяты в заложники. Соответственно, ну, чтобы дольше долго не рассусоливать, по натовской классификации Fishbet-L, это МиГ-21 БИС, это последняя, самая совершенная модификация МиГ-21, коих было огромное количество. Там апгрейдили все от двигателей до вооружений, до электроники, прицельных там приспособлений автопилотов и всяческого такого. Кстати, что значит биск? То есть не знал слова бис вообще, происходит от латинского и означает второй. То есть вот когда в театре бис кричат, это значит давай типа второй раз, давай еще. Соответственно, вот что значит здесь МиГ-21 бис, то есть МиГ-21 бис, возможно, ну потому что это была очень сильно модифицированные самолеты, они решили условно назвать, что это как бы вторая версия МиГ-21. Ну, возможно, может быть нет. Значит, что помимо этого на коробке у нас новые коробки звезды, тут все по стандарту. Значит, уже звезда Томея, краски перечислены кое-довольно много, декаль изображена, соответственно, масштаб 90 деталей, всего и 21 сантиметр в длину. В другом боковике, ну вот звезды стандартно, другие модели звезды, тут ничего интересного. Так, заглянем в слегка уже раздолбанную коробочку. Значит, загрузка стандартной звезды.
Сверху тут мы сразу видим замечательную подставочку. Не все, кстати, модели звезды у нас удостаиваются комплектации прямо с коробки подставками, но вот это вот удостоилось. Значит, коробку я это уже вскрывал, тут пакеты они разрезаны, но, в принципе, это разрезалось все мной, это не в таком виде мне все продали. Стандартная звездовская такая инструкция, раскладушка. Значит, декаль прозрачные детали, один единый пакетик с летниками, где все упихано, ну и листочек предупреждений. Так, по традиции начнем с листика инструкции звездовской, такой старенький такой немножко формат инструкции, это, как я напоминаю, 2006 год модель. Значит, тут очень кратенькая историческая справка на многих языках, ну в 2 предложения буквально, где там они попытались впихнуть невпихуемое, собственно, в эти короткие строки. И сразу начинается инструкция по сборке. Она такая немножко такой стиль рисунка не совсем типичный для звезды. Ну, скажем так, часто встречается на старых моделях. Сейчас у них по-другому все это рисуют. Значит, шаги сборки. Сразу начинается сборка фюзеляжа из 2 половин, сразу появляется пилот, кресло, там вот детали кокпита, значит, приборная панель. Тут не показано, у нас нет декали на приборную панель, но рельеф на какой-то есть на этой детали, соответственно, очень микроскопический, видимо, его придется вырисовывать там как-то кисточкой, я уж не знаю. Ну, детали сопла, вот двигатель сзади ставится, вот этот обтекатель носовой, где воздухозабор, такой очень характерный для советских истребителей того периода детали, очень прикольно выглядит. Ну, какие-то внутренние, тут рельефные элементы вставляются и так далее. Дальше продолжаем, значит, фюзеляж собирать, появляется хвостовое оперение, вот выводить его. Углы, конечно, хвостового оперения зачастую на старых самолетных моделях звезды еще то мучение, потому что пазы обычно под вот эти все детали, они такие неоднозначные. То есть там вообще лучше стапель, конечно, иметь, либо как-то извращаться, чтобы это все склеилось не провисшим, не отвисшим. Собственно, крылья у нас тоже с ними такая же история зачастую. Еще детали кокпита, тут, видимо, прицельно какое-то приспособление. Мелочевка какая-то. Вот эта вот деталь, не помню, что ли антенна, то ли какой-то датчик, что он там делает, я уж, честно говоря, забыл. Значит, немножко опять мелкой деталировки по элементам оперения. Появляется вот прозрачка деталей кокпита, нам дают что вариацию, что можно открыть кокпит, можно закрыть. И, соответственно, сразу переходим к деталям шасси. Шасси, вот у нас стойка шасси передняя, дается 2 варианта, ну, подписано достаточно явно, что можно делать как с убранным шасси вариант, так и с выпущенным. Соответственно, либо закрыть, либо открыть створки. Соответственно, вот тут кое-что срезать нам надо для убранного шасси. Но это ладно, мелочевка. И, собственно, некоторые детали каких-то, я не знаю, воздушный тормоз, такие какие-то щитки тут дополнительные у нас тоже для полетного и для варианта на ВПП, они разные. Значит, и детали сзади шасси. Видно, что колеса вроде как в одну деталь. Тут вот минимальная у нас деталировка. И вот тоже, опять же, варианты либо закрытые ниши, то есть в полете вариант, либо, соответственно, выпущенное шасси. Все достаточно понятно. И потом резко мы к финалочке перескакиваем, где буквально у нас вооружение. Вот все так вот ассортиментом распихано, так упихано на один, собственно, кадр. Ну, могли бы как-то и немножко покрупнее, что ли, посвободнее это все расположить. Есть какие-то минимальные вариации по вооружению. Вот здесь нам вроде как предлагают либо поставить контейнеры с неуправляемыми ракетами, либо вот эту вот одну большую ракету, уж не знаю, наверное, воздух-воздух, что-то такое. Большой подвесной бак у нас без вариантов. Нет, есть вариации, да, либо ставить подвесной бак, как на боксарте, либо не ставить, он из 2 деталей. Ну, это что такое? По-моему, как это бомба, если не ошибаюсь. Может быть, не бомба, кстати, не очень в курсе, надо посмотреть, что это такое. Ну, вот предлагают, кстати, подставочку нам влепить, если мы собираем вариант в полете. Ну, еще вот парочка ракет какие-то. Не очень много вариаций по вооружению. И переходим мы в конец, где у нас узнаем, что в конце в самом у нас есть раскладка литников, коих всего лишь немного. Еще раз декаль показана, еще раз список красок всех. Их довольно-таки много. Ну, тут все, кстати, да, инструкции уже по-новому напечатаны. Часто бывает, что коробки новые звезды, да, инструкции еще старые, да, то есть звезда, на коробке написано звезда Томея краски, а в инструкции написано какая-то звезда Хамброу. Ну, тут все честно, звезда и Томея. Значит, и у нас
Такая вот схема окраски черно-белая, потому что дешевых, конечно, набора звезды не удостаивают цветной вкладки, никто их обычно для старых наборов не дорисовывает. Собственно, 3 варианта с очень такими туманными привязками, несколько, вот в частности у нас российский ВВС. Хотя, честно говоря, вот по камуфляжу, по маркировке, вот тут у нас есть какой-то, видимо, именной специфический рисунок. Я подозреваю, что это, наверное, афганский, то есть советская группировка в Афганистане, афганский самолет, ну я так думаю, скорее всего похожий на то, что на боксарте, хотя на боксарте у нас 57-й борт, в инструкции у нас краски на 57-й борт никакой нет, то есть, ну, другой. Но, видимо, тоже какой-то афганский, я думаю, по этому рисунку бортовому номеру, скорее всего, прототип легко ищется, то есть, скорее всего, это все-таки советские, наверное, ВВС, а не российские. Ну, условно назвали их российскими. И дальше 2 варианта на финский ВВС. Да, самолет достаточно больших количествах экспортировался в Финляндию, помимо всего прочего. На финский ВВС свои обозначения и на польские. Ну, на польский не совсем понятно, то ли польские уже Варшавского договора периода, то ли польские ВВС уже после, собственно, развала Советского Союза, прекращения существования Варшавского договора. Ну, не совсем тут понятно, но, я думаю, можно глянуть, изучить вопрос. И на этом, собственно, инструкция наша заканчивается. Остается у нас, собственно, литницы с пластиком в одном пакете. Все, я их уже вскрывал. Вот так вот все упихано, так плотненько. Но их немного, этих литников. И по порядку, значит, начиная с крупных. Деталь фюзеляжа 2,5. То есть, ну, литье, в принципе, для 2006 года звезды, в принципе, я считаю, приемлемого качества. Бывало и хуже, на самом деле. Ну, расшивочка такая есть, но она внутренняя, ну, такая очень условно сделанная, не очень глубокая. Вот этот обтекатель, не совсем уверен, он ли у нас в этой модели конкретно используется или нет. Фигурка пилота, кстати, не во все далеко модели 72-го масштаба самолетов советских звезда кладет фигурки. Какие-то тут ниже дополнительные, вот есть... Ну, это, по-моему, детали кокпита, да, полик вооружения, здесь же что-то распихано, вот это вот самое, датчик-антенн, не совсем понятно. Особых огрехов литья я не вижу, то есть немножко видно, что как-то все слегка подзамыли, ну это, кстати, детали тоже приборки, вот видно, что это по бокам, с микроскопическим рельефом этих самых приборов, те самые вещи, которых никаких декалей не удостоились у нас в этом варианте, хотя на самом деле во многих аналогичных моделях 72-го масштаба тех лет звезда делала декали приборок, но здесь почему-то не сделала. Держатели, собственно, под вооружение пилоны. То есть как-то вот без царя в голове раскидано немножко по литникам все подряд у нас. Ну так вот он выглядит, не видно особых огрехов литья, какого-то облоя, что-то не проливов, какого-то такого момента особо незаметно. Детали, значит, крупные крыльев, тоже с такой же, в принципе, по качеству расшивка, тут крепление. Что там под шасси или под вооружение, я уже не помню точно, по-моему, под вооружение, да. Детали вооружения, вот тут, видимо, контейнеры неуправляемых ракет, какие-то ниши там дополнительные с рельефчиком, вот каким-то пилоны, вот та самая деталь приборной панели, без которой у нас без декали, ну там какой-то микроскопический рельефчик приборов есть, то есть типа как бы надо заморочиться с кисточкой, надо будет, да. Ну вот те самые, да, пусковые этих самых неуправляемых ракет, ну еще немножко мелочевки. Значит, из крупного еще вот у нас отдельный литничек под тоже деталь корпуса, обтекатель какой-то и заднее хвостовое частично оперение у нас здесь, как я говорил, там еще одна в этой линейке есть у звезды модификация МиГ-21, какая-то там, по-моему, с укороченным этим самым взлетным путем, как-то там FPN там что-то называется, поэтому, возможно, какие-то частично детали тут у нас специфичные, которые частично там, может, какие-то не используются, не знаю. 72-59 промаркирован, да, поэтому, видимо, немножко такая вот раскидана вот так вот по литникам. И последний литник в основном типа с не очень крупными деталями, тут в основном вооружение, подвесный топливный бак у нас из 2,5 вот здесь. Вот это, по-моему, вооружение, скорее всего, бомба какая-то или что-то такое, не уверен даже. Детали сопла двигателя, вот в одну деталь вот так вот оно вот, бочка такая сделана. Обтекатель, собственно, у нас здесь также присутствует вот этот самый
видимо, тоже отдельный. То есть какой-то из обтекателей, скорее всего, используется какой-то один, наверное. Потому что их два монолитных. У нас ракеты вот эти у нас дополнительно присутствуют. Ну, щитки какие-то дополнительные выдвижные. Те самые детали шасси заднего. В одну деталь сделаны колеса. Без рельефа. Протектора ничего нет. Ну, собственно, и все. Вот толкатели на внутренних сторонах какие-то там. Как бы вот визуально огрехов особо не видно. То есть, если облойчик где-то есть, то он есть на литниках, а не на деталях. Значит, что еще можно глянуть? Детали прозрачные и декаль. Все в одном пакетике по-звездовски. Декалька такая стандартная для 72 масштаба тех лет производства. Такая мутненькая слегка. Ну, типа, не очень много тут прозрачных деталей, зато, в принципе, переплет несложный. Ну, такое, в общем, как бы ничего особо хорошего, плохого сказать не могу. Стандартно. И декаль та самая. Собственно, на варианты вот афганский, советский, на финский ВВС, на польские обозначения, опять Финляндии, ну и советский ВВС, и всякие технические надписи в каком-то определенном количестве. Как я уже говорил, на приборку деталей декалей нет. Значит, ну и, собственно, это все по данному набору. Вот такой вот у нас заслуженный истребитель вариации от звезды.